Я приветствую вновь всех на моем канале. Сегодня у нас очень большая работа, и вы сейчас можете это все увидеть. Это, конечно, обрезка, спасение умирающих. Вот у меня тут сегодня у нас и реанимация. Вот, также немножко подвесим, и также вот это вот все у меня обрезка. Они сейчас вот солнца нету, и они еще будут дальше и дальше и дальше ввысь идти. Я хочу обрезать кроны, и чтобы они хотя бы начали немножко разветвляться. Конечно, это бабушка надвое сказала, будем пробовать. Работы, конечно, очень много, поэтому наберитесь терпения, кофе, чай. Кому надо 50 грамм, потому что я сегодня как хирург буду. Кому жалко растения, то не жалейте, ребята, жалейте меня, потому что места нету. Все на меня ругаются, что уже я тут организовала джунгли. Пожалуйста, смотрим. Смотрим и наслаждаемся, как и я. Сегодня у меня будет установка на вот такую лестницу. Это филодендрон вместе с бразилом и вместе с неоном. Я так скомпоновала, и они уже начали расти, но я не хочу, чтобы вот этот филодендрон был очень маленький, потому что у него очень много боковых корней уже. Но это временное, потому что нам сегодня было лень поехать за палочками. Кому-то лень, не мне, только не мне. У меня есть товарищ, крайне всегда виноват, который нам не товарищ. Сегодня погода такая, как будем говорить, что не очень хорошая. Темно, как вы видите, у нас сейчас 3 часа дня. Все равно такое ощущение, как будто вечер. У нас часы перевели, и мы еще никак не можем на это время адаптироваться. Правильно, подсказка пошла. Все, вот тут он будет у нас на свету и будет расти дальше. Там у меня немножко стоят растения, которые уже пустили корни, которые мы с вами обрезали. Нет, это бегония еще не пустила. Вот, эти пустили корни, но их мало. А там растения, которые в другой комнате, у них много уже корней. И все это благодаря вот этому активатору. Это по чуть-чуть. Я могу вам дать совет вот такой вот. Значит, у меня есть, те же я уже делала, угольные таблетки. Вот, я на литр, вот на такую вот вазу кидаю одну угольную таблетку. И чуть-чуть вюрцель-активатор, вот это, корневой активатор. Потом они постоят у меня день, я воду меняю и заливаю чистой водой. Вот, смотрите. Это для оптимального роста корней и отростков и юнге. Росточков. Нет, юных растений. Ага, понятно. Вот. Так что ростков, да. Так что у нас сегодня я запаслась всем, кроме некоторых. Вот у меня угольные таблетки. Я купила уголь активирован еще когда была в России, купила его. И вот понемножку я его уже заканчиваю. Придется потом брать в аптеке здесь. Дальше мы начнем сейчас с посадки. То есть у меня тут земля специальная для ароидных, потому что у меня диффенбахия и галатея посадка. Вот. Они у меня, оказывается, все сидели в торфяных мешках, в стаканчиках. Я так расстроилась, я думала, почему они не растут, почему они болеют, почему так? Оказывается, вот как бывает. Это я еще вначале посадила и все лелеяла, что оно у меня вырастет. Не думала, не знала я про вот этот вариант. Вот, также у меня керамзит, также у меня древесный уголь. Я его немножко сыплю.
потому что растения, конечно, у меня очень сильно болели. Плюс я дам еще вот это долгоиграющий. Лечузу, или как ее называют. Я забыла, как по-русски называют. Но здесь ее лечуза, это марка лечуза. Это долгоиграющее это удобрение. Удобрение долгоиграющее. Все. Вот уже земля готова, рыхленькая. Ну, если не будет расти, ну, что делать? Как говорится, в семье не без урода. Это на меня намекаешь? Ну, ты что вырос, слава богу. Ну да. А эти не растут. Вот она, галатея. Вот такие у нее корни были. Я немножко прибрала ее. Ну, что сказать. От слова немножко. Много сухих. Вот отваливается лист, надо его убрать. Вот тоже убрать. Палочка, она не нужна. Вот эти засохшие сухарики. Вот смотрите, тут вот корни все хорошо, но она долго сидела в торфяном стаканчике. Вот она пустила сверху корни, а в середине корней нету. То есть вот это. И плюс еще напал на нее какой-то, не знаю, неведомый для меня. Но похоже было на не мучнистая червивица, а другая, которая пудру оставляет за собой. Вот сейчас я ее пересажу, и пусть она живет и меня радует. Сейчас я наберу чуть-чуть керамзита, чтобы потом чуть-чуть грунта. Грунт очень хороший. Я уж тут постаралась. С перлитом, вермикулитом и так далее. Вот буду наблюдать, будет она у меня еще расти или нет. Посмотрим. Хотела сегодня на балконе делать пересадку, но, увы, у нас там так холодно. Там такие камни холодные. У нас там пол из плитки. И холодно, и нету солнышка. Потом будет, когда солнце, у меня такая большая пересадка. Ну, небольшая, я когда недавно была в магазине, подкупила растения. И мы с вами будем пересаживать. Вот, это растение сегодня пойдет на полив, потому что я его не поливала. Из-за того, что он был... Ну, я его так обмыла сверху. Вот, но не поливала. Листья обмывала только. Потому что листья вот такие вот, они хорошие. Вот и будем надеяться на его, как бы сказать, совесть. Да? Будет расти или не будет. Опять мы сюда в мойку поставим. И возьмем другое растение. Это Диффенбахе. Вот такие корешки у нее. Она сидела опять же в торфяном стакане. Я ее поливала. И она, смотрю, вот погибает. Сейчас мы сделаем полностью обрезку. Ну, не полностью, ну, частичную. Потому что я вижу, она еще пускает листья. Вот то, что нам не нужно, мы обрежем и выкинем. Ну, придется их в реанимационную палату, наверное, обеих. У нас Двухспальная есть? у нас тут не больница называется, а госпиталь. Вот мы ее в госпиталь отвезем, в шпитал. Спросят, что вы хотите от нас, мы скажем, нам нужна реанимация. Ну, вот тут вот корни хорошие. Ну, видите, она даже где-то отделяется. Но я не буду рисковать. Вот эту я сейчас обрежу, потому что она очень плохо себя ведет. Вот это вот мы вычистим. Это такая медитация чистить. Это вообще... Конечно, с цветами заниматься это уже медитация. И нервы успокаиваются. Вот такой я сейчас огрызочек посажу. Потом полью. И, наверное, я его поставлю под лампу. И пусть он у меня растет.
Вот, сегодня включили мы увлажнитель. У нас, хотя нету отопления, у нас считается, что когда минусовая температура, тогда включают отопление. Но у нас квартира достаточно теплая. Называется Минэрги. То есть мы экономим энергетику всей страны. Да, у нас не холодно, у нас 22, 23. А летом не жарко, потому что толстые стены. Зимой не холодно, потому что, опять же, толстые стены. То есть какие тут зимы? Изолированные. Да. Вот такая у меня Диффенбахия. Просто, так сказать, несчастье мое. Жалко, ну что сделаешь. Я просто не знала раньше. Я вам рассказывала, что я не знала из-за торфяных стаканчиков. Он уже вываливается, этот керамзит. Так, дальше у нас... Мы сейчас прервемся на минутку, я это уберу, и у нас... А, нет, еще один. Еще одну, нет? Да. Еще одна посадка у меня. А что это, Валя? Не Это... Хоя, случайно? Нет, это не Хоя, это гайги. Мы его, помните, обрезали. Я поставила верхушечку укореняться. А сегодня хотела выбросить, но посмотрите, какие корни. Мне стало его жалко. Вот такая я жадная. Эти я освобожу. Тут корни будем сегодня сажать. Это горшочек из-под него. Беленький был. Поэтому я не меняю. Корни мне не надо смотреть. Корни у него хорошие. Вот. Я его, может быть, сегодня стаканчиком накрою, чтобы, может, он пустит боковые побеги какие-то. Полью хорошо. Вообще, по-нормальному я люблю молча эту работу делать. Но так как вы у меня сейчас находитесь, я должна что-то говорить, рассказывать. Вот. Я же тоже насажусь тут. Ну, ты самое главное, оператор. Вот так мы его. И полью, и накрою его вот таким стаканчиком. Дырочки сделаю. А нет, он дырочки у него сверху будут. Нет. Я потом подумаю, что с ним делать. Потому что что-то у меня не получается. Сразу, экспромтом. Все, мы прерываемся, убираем. И у меня другая пересадка будет. Продолжаем нашу пересадку, реанимацию, укорачивание и многое другое. Сейчас я буду делать, ну, такую вот как бы реанимашку, но не реанимашку, что получится. Я заготовила вот такие вот дозы для фагнума, мох для мха. Вот такой мох я купила на китайском сайте. И сейчас мы его попробуем замочить. И покажу, что я хочу делать. Такой сыпучий. Придется пылесосить. Я уже насыпала. Турни я. А кто? Вот, я его сейчас немножко увлажню. Прям немножко. Потом, когда растение там будет, я еще раз и расскажу, что я хочу. Вот. Та же самая история с антуриумом. Остались одни корешки. Но я так посмотрела, он еще так, ничего себе. Корешки, он не гнилой, ничего. Сейчас еще тут. О. И вот будем мы его вот в таком реанимационном отделении
укутаем в мох. И сверху мох. И попрызгаем. И он пойдет под лампу. Вот такая реанимация. Я понаблюдаю. Если что, конечно, я его выкину. Это не оговаривается даже. Та же самая история, только не антуриум, а какое-то неизвестное растение. Вот она. А это пинк принцесса. Корни хорошие. Вот я ее сейчас также посажу в мох, закрою и посмотрим. Потому что в воде пинк принцесса, филодендрон, он очень плохо укореняется. Я вот уже поставила, он месяц, наверное, стоит. И пока никаких движений нету. Вот так я его присыплю и буду наблюдать. Нет, значит, сюда посадим клубеньки какие-нибудь. Кого-нибудь, алаказий какой-нибудь. Грибы. Вот, готово. Пойдет под освещение. Дальше я хотела вам показать. Мы недавно с вами разрезали антуриум пинатум варигатный. Посмотрите, какая у него уже корневая. Он уже скоро требуется на пересадку. Ну, пока мы его... Это он в мху. Пока я тут делала, вымазался. Ну, много. Некоторые еще слабенькие, но пока вот так он. Он уже под четким наблюдением. Я не хочу, чтобы они долго у меня были. На пересадку ждали. И так есть что пересаживать. Дальше. Приготовим. Приготовились к стрессу. Вот такой. Это у меня Paint Blade. Я не знаю, как это. Paint это, по-моему, красочный лист. Это тоже филодендрон. Вот. Он настолько растет. Я уже его несколько раз укореняла. Я просто хочу, если вот еще дальше, я его просто, когда укореню, я его еще вместе и сделаю чуть гуще. И он будет просто красивый. Он у меня и так стоит в середине комнаты почти и смотрится достаточно хорошо. Буду обрезать его, не жалея. Вот такая у него уже корни воздушные. Это мы, естественно, уберем листья. Вот. И он пойдет на укоренение. Вода стоит. Так что по узлам. Вот так. Этот мы, по-моему, целый поставим. Потому что зачем его мучить? Вот. Остальную часть я хочу поставить на вот такую палку с кокосовым этим волокном. Потому что вот это заваливается у меня, на каких-то веревочках держится. Ну, не солидный цветочек получается. Вот мы его сейчас, эти веревочки, уберем. Смотрите. Вот что это такое. Вот что это такое. Так, не буду жалеть, потому что он еще вырастет и даст потомство. Вот. Столько я обрезала его, чтобы вытащить вот это вот убожество. Я с этой палкой купила, но она какая-то бумага покрыта, как наждачка. Вот, я не хочу такую. Вот еще внизу у него еще с корневой растет. Вот еще растут. Я думаю, что, может быть, я его приведу в порядок. Это он тут проволокой смотан. Ну, пускай пока проволока стоит. Корни подсохли. Воздушные. Вот сейчас мы вот такую палочку новую ему сделаем. А потом я специальными жгутами перевяжу, и он будет... А то проволочку, нет? Ты думаешь? Не, а я туда не залезу, в проволочку. Там... А он как раз, кстати, оттуда и вылез. Да, сейчас я попробую. Вот так. Вот так. И корни не повредила, ничего. Ну, у него еще вот много боковых.
растет. Я вот смотрю, вот боковые, тут боковые почки. Так что ничего, он еще мне послужит верой и правдой. Сегодня на полив он будет, а эти мы сейчас с вами обрежем. Вот так. Продолжим. Также между узле, но у него, видите, очень большие воздушные корни. Я надеюсь, сейчас... Ой, я забыла таблетку кинуть. А потом корневин насыплю. Ну, сейчас порежу, а тогда сделаю все. Потому что он лежит, ему больно, прибольно. Вот так мы его. Оп. Я его тогда просто загущу, и он у меня будет хорошо расти. Вот так. Ну, конечно, какой-то лист не выживет, это нету гарантии стопроцентной. Не влазит. Это не будем жадничать, отрежем. Так. Очень хорошее растение, не требует ничего такого, ну, не вредное. Было у него поначалу эти, когда я привезла с магазина, он маленький был. Вот. Черные такие козявочки. Ну, я быстренько их. Вы же знаете, я сильно с ними не церемонюсь. Вот. Я с ними быстренько. А травы накупила, конечно. Однажды травила, а потом сама дышать не могла. Наверное, в маске надо травить в следующий раз. Вот так я их сейчас. Так туда. если что, 2 маски бери. Нет, это тоже надо. А Или я-то травлю на балконе, ты-то там же не бываешь. Я ж их на балкон вытаскиваю. ты будешь отпаивать меня коньяком потом. Вот таблеточку сюда. Немножко одну кину угольную. И еще у меня вот такой есть активатор. Только он турбо называется. Турбо это в 2 раза мощнее, наверное. Турбо это как двигатель большой. Вот такой как раз. Вот такой вот турбо. Кину на этот. Опа. И пускай себе растет. Вот так мы его поставим. Дальше. Вот опять же я сыплю активатор. Он быстро разэтывается, вот как растворится. Также угольную таблетку. И через день я все растения вытаскиваю в чистую воду. Начинаем наш любимый фикус, который растет, он уже больше метра. Я вот так его. Или вот так. Или вот так. Как ты думаешь? Отрежу. Ты меня не знаешь. Ой, Надо с тобой, Валя, осторожно. ой, молочко у него, я забыла, что у него молочко будет. Нет у меня никакой, как ее называют, такая клей, как или что-то еще. Я вот так сделаю. Я немножко подсушу его угольной таблеткой. Вот так. Вот пусть только не пустит мне боковые побеги. Ну куда он? Ну он большой, он смысла нету его даже держать большим. Вдруг ветер, он так повалится. А мы летом его на балкон вынесем этим летом, весной. Если он себя плохо будет вести, мы быстро с ним. Особенно я, ты ж меня знаешь. Правильно. Может быть, его на 2 части разделить? Да не надо. Пусть. Ты думаешь? Тогда пусть подвялится, лежит. Где моя бумага? Я ее выкинула. Ай, ай, ай. Пусть вялится, лежит. Мы пока другое начнем. Жалко, ну,
что поделаешь. Вот тот еще у меня кактус. Не кактус, фикус. Вот такой вот тоже растет. Хотя он уже разветвился. Ну, мне не нравится все равно. Надо его обрезать. Вот мы сейчас его и чеканем. Опа! Это я его зацепила. Тут такой пластмассовая штучка. Опа. Пусть тут. Знаешь, вот этот молочко, вот это от кактуса, оно аллергенное очень. У кого? А в кофе можно добавить? Можно, но оно аллергенное сильно. Ну, Если нету аллергии, то аллергия не у всех. кофе можно. Вот так. Не вижу, что там делаю, но предполагаю. Все, черненький. Все. Вот такой у нас получился сегодня кромешный такой. Ой, течет. Ну, надо ждать, пока он подсохнет. И эту сюда я сейчас угольную ошипить. Шипучка. И удобрение. Не удобрение, а активатор корней. Вот такая у нас сегодня пересадочка, укоренение и все остальное. И была реанимация небольшая, но думаю, что спасли. Желаю всем хорошего дня, хорошего вечера. Будьте здоровы!